щадливые виды пресмыкающихся и земноводных, можно сказать, что есть, но условия содержания все равно нужно создавать для всех. Здесь разница заключается лишь в том, что для кого-то условия содержания создать более просто, а для кого-то более сложно. Всегда в террариуме должна быть установлена лампа или термоковрик обогревающий, или лампа обогрева, ультрафиолетовая лампа, зачастую какой-то грунт, вентиляция возможно каким-то животным нужна повышенная влажность. То есть это определенные устройства должны быть, которые контролируют температуру, влажность. Сложно создать условия для каких-то редких видов, для которых нужно не широкий диапазон температур, например, а более узкий, которые ночные хищники какие-то особенные, которым нужен какой-то особенный грунт или какие-то особенные растения, которые в нашей стране, допустим, невозможно найти. Надо сказать, что раньше вообще у нас ничего не продавалось для террариумов, и мы придумывали все, как-то делали своими руками и как-то создавали микроклимат насколько могли. Сейчас тоже достаточно сложно качественное оборудование найти, но мы как-то более-менее справляемся. Поэтому для новичков, для людей, которые интересуются рептилиями и хотят с чего-то начать, я бы рекомендовала с простых видов. Это, если мы говорим о черепахах, это среднеазиатская черепаха, красноухая черепаха. Их у нас много есть у владельцев. Их не нужно изымать из естественной среды. Их лучше взять, например, у тех людей, которые или продают, или отдают и не хотят уже заниматься. Это будет, более экологичный вариант. Если мы говорим про ящериц из простых, это являются эумблефары, бородатые агамы, игуаны, чутка посложнее, хамелеоны немножко сложнее. В целом таких животных можно брать в начале. Если мы говорим про змей, то какие-нибудь маисовые полоза у нас популярны, вообще полоза очень популярны. Питоны, удавы, они есть небольшие, тоже хороший вариант, их можно новичку взять для того, чтобы с чего-то начать. Вообще, самое главное — заинтересовать своих близких, семью или друзей, тогда будет сильно проще. Когда все хотят поухаживать, немножко включиться, как-то тоже интересуются, а кто это там живет, а давай чем-нибудь интересным его покормим, а давай что-то с ним как-то сделаем, погуляем, придумаем, как ему лучше обустроить жилье, чтобы было еще лучше, веселее, теплее и так далее. Когда интерес одного члена семьи распространяется на других членов семьи, это хорошая поддержка и помощь, и всегда легче. Даже если у вас будет не самые легкие в содержании рептилии, то поддержка близких знакомых это всегда очень ценно и всегда будет легче.